Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Личная жизнь до конца осени. Давайте с вами узнаем. И, конечно, в личную жизнь входит не только сфера любви, но это наши и планы, в добром смысле, честолюбивые планы, достижения, наши интересы или наши где-то желания чего-то достичь, ну и, конечно, отношения тоже – но первым прогнозом, как бы наш прогноз в целом состоит из двух частей, так вот первым идут карты цыганского старинного пасьянса, которые у меня очень давно. Вот давайте с вами узнаем. И больше нам, конечно, говорят о событиях. Может быть, это будут те события, в которых вам доведется принимать важные решения, или как отправная точка того, что будет происходить и будет оказывать влияние как раз и на планы, но отчасти и на сферу любви, взаимоотношений. Вот давайте с вами узнаем. Может быть, и важные какие-то выводы, решения, решимость какая-то тоже будет проходить. Ладно, узнаем. И я хочу напомнить, что в нашем прогнозе, в нашем раскладе по сеансе, мы можем складывать карты, которые находятся в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. Смотрим. Пока не вижу совпадений. Ладно, идем дальше. Вот смотрите. Месяц – это переживание, это как луна, это какая-то неопределенность. И это не есть что-то конкретное, материальное, а это на уровне чувств, может быть, или предощущений, я бы сказала. И у вас выпадают гости. Может быть, это кто-то из вас будет готовиться к поездке. Может быть, и к вам какие-то гости. Может быть, предстоит какой-то очень важный контакт, по крайней мере, это будет иметь для вас какое-то значение. Крест – это как по судьбе, мои дорогие. Правда? Тут может быть и судьбоносная встреча, и нам не говорят про любовь. Нам выпадает месяц или луна. Есть то, что требует вашего внимания, и это будет связано именно, ну, может быть, или с поездкой, переездом, или приездом к вам, как я уже сказала. Есть явно какое-то контактное лицо. Может быть, это из сферы достижений. Ну, давайте будем смотреть. У кого-то из вас может быть неожиданный визитер, ну, буквально домой. Такое тоже я допускаю, потому что, смотрите, выпадает колокол. Колокол – это неожиданная информация. Это та информация, которую, ну, мы ничего подобного не ожидали услышать. Это что-то более общее. Это не то, что вы инициировали, а это то, что приходит в вашу жизнь и требует вашего внимания. Это может быть информация в средствах массовой информации, но стало быть, вот ничто нельзя сделать, ну, знаете, вот как просто так, или оставить без вашего внимания. И у нас судьбоносный достаточно период, октябрь и ноябрь. Могут и люди какие-то возвращаться, или что-то с теми людьми, которых мы знали прежде, или пусть это работа, пусть это даже, к примеру, какие-то родственники, друзья, знакомые, когда долгое время не виделись, вы можете случайно встретиться с таким человеком, но это как вариант. Или вам придет какое-то сообщение, письмо, может быть, или звонок какой-то поступит, или пусть это даже общемировая какая-то ситуация, все зависит ведь от ваших планов. Здесь вы тоже, вот именно информационный какой-то поток и одновременно контакты с людьми. Они могут как направление для вас какое-то прояснять. Тем не менее, мои дорогие водолеи, вот та информация, которая может обескураживать поначалу, может как раз это означать новый этап жизни, который ведет вот как по якорю к большему, ну, может быть, в хорошем смысле, самодостаточности, самоутверждению. Ведь якорь – это надежность, уверенность, да? И это может касаться вопросов жилья, к примеру, а у кого-то по части работы. Вы пытаетесь стабилизировать сами какую-то ситуацию. Переживания, они все-таки сохраняются. Вот, как я сказала, по месяцу и переживания выпадают череп. Опять же,
конкретики какой-то нет. Может быть, что-то начинает складываться, или вы видите, чувствуете, может быть, вполне вероятно, как-то по-другому события. Может быть, даже тех людей, с которыми вы контактируете, пусть вы их знаете давно, вы видите людей несколько в ином свете. Это может вас заставлять что-то переосмысливать. И вот тогда и будет. И вот эти переживания или вот этот месяц, какая-то неопределенность. Правда, какие-то сомнения. Весы. Баланс. Баланс держать придется. Это может быть именно какой-то конкретный человек, или вы к кому-то едете, и контакт должен быть, да? Он вам зачем-то нужен. Здесь еще при том, при всем узел, прочная связь. Я тут вижу, правда, как минимум один человек, который, ну, какое-то судьбоносное значение, правда, имеет в вашей жизни. У кого-то это может быть связано с вопросами семьи, личной жизни, а у кого-то и работы, когда все сферы жизни придется складывать в какой-то красивый узор. Вот смотрите, листва– это ожидание, но есть еще и закрытый путь. Конечно, мы можем трактовать это по-разному. Может быть, это закрытый путь, когда вы какой-то вопрос решаете, ставите в нем точку, потому что якорь. И тогда этот замок– это когда мы до логического конца довели как раз решение того или иного вопроса. Но есть еще и ожидания, мои дорогие. Может быть, часть вопросов вы к финалу подведете, но есть еще как нерешенные вопросы, проблемы, задачи. Но, может быть, и посмотрите, у кого-то это будет связано с личной жизнью. Кот– это флирт, хорошее настроение. Значит, как минимум настроение, ну, это нормально. Оно будет, ну, хотя, может быть, и в течение дня такое, да, перепады настроения. То есть сомнение, то воодушевление, потому что хорошее настроение как будто приходит в целом на смену каким-то переживаниям. И мы можем, с одной стороны, как вот олицетворение всего периода до конца осени. Поначалу вот еще что-то такое непонятное, хаотичное, то, что где-то на уровне ощущений, но пока здравого смысла в этом вы не видите, или вы не можете просчитать, к чему все идет. Но, видимо, постепенно ситуация выравнивается. Но, в принципе, нас может накрывать вот так волнами. Сначала это какой-то, ну, такой неопределенности период, и нам говорят, держи баланс, и отчасти действуй по закону. Вот, кстати, действуйте по закону, или если вам что-то предлагают, всегда переосмысляйте, ну, или связывайте меру ответственности, например, да, и тогда нужно узнать, как работает в отношении вас закон. Все же весы– это есть и баланс, и правильные поступки. Это не на авось что-то сделанное, а когда вы понимаете, вот если правда, к примеру, стоит решение вопроса, когда вам нужно подписать какой-то документ или взять поручительство, к примеру, за кого-то, значит, на авось тут дело не пойдет. Тут, мои дорогие, надо себя подстраховать. Вот тогда тут об этом тоже будет говорить. Таким образом, значение именно якоря, что ты себя, водолей дорогой, подстрахуй. Потому что тут может быть, да, с учетом колокола. Я, к примеру, самую такую банальную ситуацию. Кто-то к вам приходит на порог и рассказывает свою грустную историю о том, что он находится в патовой ситуации. И вы на волне этих эмоций. На что-то соглашаетесь, отправляетесь, подписываете какие-то бумаги и сами становитесь вовлеченными в тот процесс, когда потом вы как раз и можете получить, извините, какое-то фиаско, потому что вот это участие в каком-то деле вы вовремя не додумали. Я должна это проговорить, потому что вы себя словно обесточить или как будто по вот этому замку не должны поставить в какое-то вынужденное положение, когда себе самка словно закрыл дороги. Вот примите это к сведению. Тут может быть, знаете, и много каких-то, с одной стороны, надежды, с другой стороны, переживания по пустому поводу, мои дорогие. Как вот этот узел, прочная связь, а еще и вдобавок венок. Тут вот часть ваших переживаний не имеет оснований, и у кого-то это будет именно прочная связь. Может быть, это личная жизнь, а у кого-то это вопросы занятости, труда, может быть, взаимных каких-то контактов, которые будут олицетворять
для вас сферу, ну, к примеру, или финансов, или вашей работы. Вот посмотрите, тут вы можете сомневаться, к примеру, кто-то из вас, человеке, да, а нам говорят, да нет, тут прочный, по сути дела, союз и семейное счастье. Тут, наоборот, что-то идет к радости. Но, может быть, это в одной сфере это одно, а что-то вот как будто счастье семейное, договориться это одно. Ну, тут может быть как вопросы договоренности с руководителем по работе или то, что вы планируете там по вашему личному делу, творчеству. Тут вот все неоднозначно. Нет пока, знаете, такого, ну, как, может быть, цепочки развития событий в какой-то определенной последовательности. Есть в течение осени такие моменты, мои дорогие водолеи, когда просчитать что-то на долгий период не получится. Но тогда и не бегите впереди паровоза. Тогда себя подстраховывайте. Держите, иными словами, баланс. Как и буквально, может быть, в плане закона я говорила, ну так и себя несколько берегите от ненужных сомнений, потому что часть, опять же, из них совершенно не обоснована. Смотрю, что у нас еще совпало. Что мы можем с вами соединить по вертикали и по горизонтали. Смотрю, и, в принципе-то, вот я и не вижу. Я не могу сказать, что вам кто-то мешает. Ну, может быть, самому себе не помешать. И я должна сказать еще такой момент. У вас совпадает крест и вот это ожидание, да, листва. В нашем пасьянсе редко, кстати, такое бывает почему-то, когда вот эти два значения идут в тандеме. И если это происходит, это, знаете, для кого-то из вас желание одиночества, побыть одному, привести мысли в порядок. Для кого-то это может быть, знаете, как вот необходимость, когда вот хочется самоустраниться от каких-то, может быть, и жизненных невзгод. По крайней мере, это где-то через настроение или ощущение вам может передаваться. Или иногда это внутреннее такое состояние, мы думаем, что словно жизнь замерла, все остановилось. Не, ну, как бы люди заняты, а правда, у каждого из нас, неважно какой знак зодиака, благополучие в центре наших интересов. И поэтому люди будут больше заниматься, ну, своими заботами, проблемами. И, может быть, прежде было больше общения, а здесь нет. Каждый будет как-то, ну, вариться в каком-то своем соку. Вот вам может быть как недостаток общения или какого-то драйва, когда, ну, может быть, вы не интроверт, а экстраверт. Мы же все разные, хоть и объединяет один знак зодиака. И до этого как будто жизнь была такая, ну, била ключом, будем говорить, много контактов, каких-то перемещений, а здесь как будто нет, вот именно замкнутое пространство, по крайней мере, на уровне ощущений. Я не говорю для всех, но для кого-то такое может быть, поэтому не удивляйтесь, мои дорогие. Для вас, ну, есть в этом какая-то, видимо, своя закономерность. И пока я с вами говорила, я не вижу больше совпадений. Пойдем дальше. Личная жизнь, мы сказали. Сфера отношений. Давайте узнаем на картах Таро. И первая позиция, в целом будет 3. Первая позиция – сложные отношения. Для тех, кто один или одна, будет ли новое знакомство. И для тех, кто в паре. Может быть, это семья, а у кого-то вы в паре. Люди могут быть даже на расстоянии, да, и поддерживать контакты, какое-то общение, планировать и мечтать о том, что когда-то они будут вместе. То есть вот тут у каждого по-своему. Или это может быть какая-то дружба, или долгие отношения, когда даже вместе проживают люди. Кто-то имеет детей, но тем не менее отношения не оформлены. Поэтому в целом говорим для тех, кто в паре. А вот как вы это оцениваете, это решать каждому из вас. Итак, будем смотреть для тех, кто в сложных отношениях. О. Надейтесь сами на себя, хочется сказать, хотя сама по себе карта великолепная. Видимо, есть та тема или круг вопросов в вашей сложном дуэте, скажем так, или в вашей сложной паре. И этого у кого-то будет означать именно, когда есть и семья, и дети,
и неважно, там де юре оформленные отношения или нет, но есть явно сложившиеся отношения. Здесь я могу допустить, что, может быть, сложны отношения именно тем, что у каждого из вас есть семья, или пусть у одного из партнеров есть и дети. То, что мы называем любовный треугольник или квадраты, да, или пусть нет этого, но сложность в отношениях в том, что, может быть, вы вдвоем и свободны. Может быть, это люди, кстати, по аркану императрицы, такой момент тоже я предусматриваю, которые уже имеют богатый жизненный опыт. И пусть вот два партнера человека встретились, да, имеются семьи, но вы уже сейчас фактически даже, может быть, и свободны. Но вот третьи силы, будем говорить, это в виде детей, пусть даже взрослых детей, или какие-то условности, какой-то порядок, ваш статус, тут тоже может на вас оказывать влияние. Но, тем не менее, никто не отменяет того момента, ведь императрица как символ нового «я». Поэтому сложные отношения по этой карте я не вижу, что они закончились. Нет. Здесь как будто придется искать выход. Ну, давайте немножко раскроем, почему эти отношения сложные. Тут немножко каждый сам по себе. У кого-то из вас, может быть, отношения длятся или длились очень долго. По аркану Луна могли быть такие ситуации, когда человек самоустранился, или вы, правда, находитесь в силу разных причин, которые это два старших аркана. И меня смотрят люди из разных стран. Когда именно внешние события разъединили вас. Может быть, эта сложность и еще и в том, что как-то себя человек повел не очень красиво, ну, по крайней мере, по вашему мнению. Потому что вот в этой колоде карт, карта Луна, это когда мы идем одни, в одиночку. И то, что я сказала, когда совпал крест и листва, да, как мы чувствуем одиночество. Одиночество вдвоем, например, вы тоже можете ощущать. Это может стать побудительным мотивом разобраться окончательно с вашими отношениями. Или вам захочется самой определиться, куда же мы идем. Но и с вашей позиции может быть какое-то недоверие. С одной стороны, есть желание построить семью. Потому что аркан Луна иногда говорит о том, что много эмпатии. Вас связывает все же какая-то невидимая нить или внутреннее какое-то чувство. Вы можете чувствовать друг друга даже на расстоянии. Но именно в этой колоде все же как будто я никому не верю. И вот этот пес, да, собака нам изображена, имеет немножко другое значение именно в этой карте. Нам прописано, автор колоды так и прописала, что когда-то маленький щенок, который был брошен на улице умирать, она его взяла, выходила, девушка, и теперь это ее надежный друг. Хочется вспомнить, и, может быть, для кого-то это будет очень перекликаться с вашей душой. Есть такая фраза знаменитая: «Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки». Но тут что-то может быть очень глубоко, сугубо личностное, понимаете, о чем карты не передадут. И два старших аркана будут свидетельствовать, что у каждого своя боль. Или, ну, наверное, как роман Анна Каренина, Льва Толстого начинается со слов: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая, несчастлива по-своему». Поэтому вот тут, понимаете, есть тот элемент, когда все вот я вам сейчас, все события или то, что вы чувствуете через карты, вот через эти две карты я не передам. Но есть действительно либо третьи силы, либо любовный треугольник или какие-то условности. Явно есть какие-то условности. Может быть, это и видение наше. Обратите внимание, Ева, так называется 22-й аркан. Мы знаем, что второй, 21 старший аркан. Но это колода автор Ева Аус, эстонский автор, это доктор. И, в принципе, много изображений медицинских работников, должна сказать, именно врачей. Поэтому мы еще не раскрыли, но если будут, к этому быть готовы. Потому что своеобразная колода, но она именно на персоны. Так вот, это карта Абсолюта. Это, знаете, когда мы... Может быть, после серии каких-то тягостных переживаний, вот наступает, я часто говорю, здоровое равнодушие. Но это я чаще говорю по карте «Тройка мечей», когда мы что-то пережили,
Так вот, по Еве это не просто здоровое равнодушие, а нет, вот равнодушие, но это, знаете, какая-то внутренняя глубокая безмятежность. Почему? Потому что мы очень спокойно наблюдаем за суматохой мира. Вот, видимо, и у вас могут быть такие отношения, когда вы больше наблюдателем выступаете или можете ждать, что человек какой-то проявится. Вы не склонны одевать уже розовые очки. Ну, давайте мы достанем еще одну карту. Как будто нужно принимать. А вот смотрите, карта Иерофант. Вы посмотрите, мои дорогие. Тут какая-то история точно не закончилась. И если вы проходите сложный период ваших отношений, вам это по судьбе. Крест и карта Иерофант. Но карта Иерофант, пусть опять же немножко не в этой колоде, это всегда ключи. Мы сами ищем ключи. Ключи к взаимопониманию, ключи к балансу, мои дорогие. И может быть какая-то история, она должна даже укрепиться на будущий период. Или когда мы друг другу учителями являемся. Мы не случайно встретились, мы не случайно познакомились. Пути наши пересеклись где-то в какой-то точке, потому что вы учите человека, это вы своеобразный учитель, но и он также для вас. Ну ладно, к чему уж тогда все идет? Старшие арканы, это видео не хватит, можно перечислять до бесконечности, а вот есть какое-то разочарование. Может быть, это отношения явно они на паузе или есть какое-то сожаление. И мне хочется всегда добавить, сказать точнее, словами Клаудио Пинейро, пятерка чаш, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Еще одна пятерка. Пятерка – это всегда недостаток, а это как будто у страха глаза велики или какой-то был конфликт, который пошел в затяжку. К чему это все идет? Десятка перьев, десятка мечей. Ситуация больная. Пора выздоравливать, мои дорогие. Буквально так. Вам нужно выздороветь, посмотреть рационально, и у вас как будто вы уже на пороге к тому. Это все то, что я долгое время говорила по всем этим картам. Но, понятно, у каждого свое разочарование и своя боль. Но к чему же это все идет? К примеру, это идет к тому, что вы можете тут что-то переосмыслить, переоценить. Вы можете узнать какую-то правду и поймете, что вы в чем-то заблуждались. Я не исключаю того, что для кого-то это будет сродни внутреннего прозрения. То, что вы предполагали, на самом деле это было не так. Это было как-то по-другому. Может быть, вы обсуждали, строили какие-то планы, случились какие-то внешние события, или пусть это так себя повел человек. Но по факту, может быть, нас ну, где-то и не собирался никто обманывать. Вот я такое допускаю с учетом всех карт. Иногда по пятерке свечей проходит ненадежность. Может быть, и вы, кстати, человек мог устраниться, потому что, ну, без обид, ну, правда? Кто-то мог подумать, что это вы ненадежны. И именно из-за этого поставил отношения на паузу. А вы сидите, переживаете, у кого-то тоже может быть. И здесь явно может прояснить или конфликт, или какую-то путанную историю. Нам ведь пятерки говорят о чем? Недостаток информации, недостаток общения. Поэтому через контакты мы можем только что-то прояснить. Обратная ситуация может быть и в отношении вас, когда вы кого-то считаете ненадежным человеком. Может быть, и оба друг друга считают ненадежным спутником по жизни, да, и из-за этого останавливают отношения. Может быть, и влияют какие-то внешние события, некоторые обязанности, как с вашей стороны, ну вот это именно третьей силы, но так и со стороны партнера. Но пока мы тут не договоримся, когда по пятерке свечей мы несколько однобоко воспринимаем информацию, а тут ее именно нужно прояснить. Посмотрите, какая-то мелкая путаница. Нет ничего глобально серьезного. Пора выздоравливать. К чему это все идет? Страстная любовь. У кого-то отношения, когда именно страсть, а у кого-то деньги. Или какие-то нерешенные финансовые вопросы.
держат друг друга, где-то соединяют, и тут по разным ситуациям. У кого-то, может быть, был прежде даже и семья, совместный бизнес или нерешенные вопросы, как, допустим, люди расстаются, а жилье, ну, как-то надо разъехаться, разменяться, да, вот, ну, или купля-продажа, то есть, или деньги, да, может быть, вопросы наследства, еще какие-то, вот, кстати, что-то такое может быть. Тут все вместе, опять же, старший аркан, внешнее событие. Но вы понимаете, наверное, вот этот аркан Ева как абсолют. Поэтому вам и говорит, что тут без баланса внутреннего не обойдешься. Потому что если будешь настаивать на своем, ты так ничего и не решишь, а главное, не увидишь. Самое главное выйти из какой-то зависимой ситуации. И даже если отношения имеют право продолжиться, а с учетом верхних карт это точно, как будто еще, ну, не все акценты вы поставили, но и вы не должны себя чувствовать, как вот в этих лапах, буквально. Поэтому требует ситуация прояснения. Но такого, знаете, беспристрастного. У кого-то, правда, семья, десятка пентаклей, а у кого-то будет воссоединение пары. Но, понимаете, вам может мешать где-то, как и предубеждение, или то, что вы, или по вашему мнению, правильно, а по партнеру, допустим, вы считаете так неправильно. И тут вот, понимаете, нашла коса на камень. Друг друга не могут понять именно потому, что в каких-то предубеждениях. Может быть, это элемент воспитания, может быть, это менталитет, разные страны, я такое тоже допускаю. В итоге и получается какой-то хаос и путаница. А по сути-то ведь тут можно шикарный итог получить. Поэтому я уже не достаю карты, потому как, может быть, обилие старших арканов нам и говорят, ты тут не расскажешь сейчас на все случаи, правда, у каждого тут будет что-то свое. Но если мы склонны находить этот общий язык, и самое главное, тут как будто недостаточно будет в одностороннем порядке чего-то желать. Тут будет очень важно, когда оба партнера как минимум готовы к диалогу. И вот если этот диалог состоится, по крайней мере, мы точно будем знать, либо мы что-то завершаем, либо мы, наоборот, продолжаем. Либо мы, ну, каждый идет своей дорогой, либо мы все-таки буквально семья. Тут что-то на кону может стоять очень важное. Ладно, перекладывайте на себя. Для тех, кто один или одна. Возможно ли новое знакомство? Конечно, по нулевому аркану может быть такой момент. И причем, кстати, в этой колоде это страстная любовь. Любовь с первого взгляда. Или когда мы вдруг с кем-то познакомились, и мы, как знаете, друг друга узнаем, да? Как будто мы друг другу по судьбе. Но все-таки не будем закрывать на некоторые вопросы глаза, потому что тут надо быть реалистом, все же это аркан дурака или шута, мы можем изглупить. Может быть, это мы сразу бежим, как будто впереди паровоза, и думаем, делаем выводы. Это судьбоносное знакомство. А нам говорят, ты пока не торопись. И что это за человек? Вот точно говорят, ты не торопись, потому что тут может быть человек со своим интересом, конкретным интересом, который будет... Я, кстати, могу допустить, что вы можете познакомиться либо по работе, либо куда-то отправляясь в инстанции, решая некоторые свои темы, злободневные вопросы, ну или где-то случайно пересечься именно при делах, каких-то иных контактах. И у каждого из вас свой интерес, но точно так же человек может быть, который входит со своим интересом в вашу жизнь. А что это еще за персона? Но вот пока вы разберетесь, мои дорогие, что же это? Не бегите впереди паровоза. А для кого-то как раз это может означать не только страстную любовь, а тоже кармические отношения, которые будут продолжаться в 6-8 месяцев. Или какое-то активное развитие, или активный контакт будет. По аркану Солнца я не достаю дополнительных карт, потому что, конечно, прояснение как бы оно должно быть. Но самое главное, на что мы закроем глаза, а в чем мы захотим разобраться. Вот где-то вторая ситуация, да, или пусть это вот кто один или одна, может быть, у кого-то пересекается даже с новым знакомством, и которая сейчас либо на паузе, либо вы пытаетесь разобраться вообще, что это было, к чему это все идет. Или когда за осень у вас как-то так вот быстро, но где-то
напоминать будет между первой и второй позицией ваши отношения. А может быть, это осенью, это в сентябре такое случилось. Поэтому ничто не приходит, как я уже говорила, просто так и не случается до конца 2025 года. Особенно, мои дорогие, октябрь и ноябрь. Человек дан нам не случайно, значит, мы тоже какой-то экзамен жизни проходим. Ну и вот как по аркану Иерофант, и он нам учитель, и мы ему также. Значит, какой-то жизненный пусть экзамен мы должны сдать, чтобы на новое качество жизни выйти, на новый уровень. Поэтому себя, конечно, защищать придется, и нам не говорят о том, что мы тут, наоборот, пытаемся на своем настаивать или к чему-то призываем. Держите баланс, нам об этом сказали. Но я не могу исключить, что какие-то отношения могут перерасти в долгую и прочную связь, как по судьбе. Для тех, кто в паре, ну, тут у вас будут свои планы, может быть, куда-то вы поехать соберетесь. По рыцарю Пентакли это могут быть сведения от ваших детей, даже взрослых, что-то вы будете явно планировать. Может быть, по Верховной Жрице кто-то из вас уйдет с головой в свое творчество, хобби, или, ну, знаете, какие-то духовные практики тоже я такое могу допустить. И вы словно, ну, семья будет тут, если отношения вот у вас сейчас в относительном порядке, или то, что у вас, знаете, ну, как предопределено, вы друг друга знаете. Вы можете, я, конечно, с учетом Верховная Жрица, могу такое допустить. И вам выпадал вот крест и вот эта листва, когда захочется уединения. Или, и это будет, кстати, не с тем, что, ну, как-то партнер не откликается. Да нет, а именно будет с тем, что и у партнера могут быть какие-то честолюбивые планы, и у вас, мои дорогие, тоже, когда просто вы уверены друг в друге, но вместе с тем один другому не мешает. Не мешает, ну, может быть, воплощать какую-то свою идею через творчество или осуществлять какой-то проект, или у кого-то обучение, может быть, да, или продолжать развивать какие-то интересы, потому что с учетом рыцаря Пентакли это вообще марафонский забег лет на 10-20, потому что пара как будто сохранится, но при этом идут какие-то инструкции, детали, планы, внимание к этим деталям, потому что по Верховной Жрице есть что-то высокое, духовное. И это может вас как и объединять, но это может также свидетельствовать, что у каждого тут все-таки есть что-то свое, очень индивидуальное, а индивидуализм, мои дорогие, это ваше все. И интеллект. Это вот все про Верховную Жрицу. Кстати, слушайте подсказки собственной интуиции, потому как она вам будет давать какие-то правильные направления. И неважно, пусть вы человек семейный, у вас есть дети, и неважно, сколько вам лет. Кто-то может начать новый проект. Вот это самое творчество. И добиться больших успехов. Вот так вот. Именно ваша индивидуальность как раз и возрастает многократно. Вы тут можете сами что-то переиграть. Каждый по-своему, может быть, и мыслит. Хотя я допускаю такой момент, что в вашей паре тоже какая-то новость приходит, или что-то вы будете слышать. Хотя по рыцарю перьев иногда это могут быть наши взрослые дети, которые приходят и говорят: ну вот я решил жениться, например. Или я решил жить отдельно. Ну, или когда ребенок собирается, взрослый, ехать учиться в другую страну, потому что тут другое направление, мои дорогие. Но могут быть и какие-то внешние события, которые требуют от вашей пары тоже изменить направление. И это может быть связано с переездом или внешней обстановкой. Карта рационализма и, повторюсь, смены курса как будто. Вот вы в вашей паре, причем вдвоем тогда с учетом рыцаря Пентаклей, можете что-то обдумывать по Верховной Жрице, рассматривать самые разные, в том числе альтернативные варианты. К чему это все идет? Вы знаете, вы можете даже захотеть как будто завершить предыдущую, ну, знаете, как жизненный этап. Я, конечно, допускаю, что тут как вы сумеете договориться. Мы все разные, да? 13-й старший аркан, вот как раз доктор, патологоанатом в данном случае, нам проигрывается, что вся наша жизнь, она состоит из периодов трансформации. И в этой карте нам прорисовано, наверное, в этой колоде наиболее наглядно
словно один период жизни уже закончен. И душа девушки как будто стоит за спиной вот этого молодого доктора-патологоанатома и понимает, что да, вот сейчас жизнь в новом качестве. Вот сейчас есть какие-то внешние условия, когда не может быть что-то продолжено, так как прежде. Мне нужно адаптироваться, понять вообще, что это, как это. Но две персоны нам показаны. И доктор молодой, для него работа, поверьте, не самое вдохновляющее занятие — констатация смерти. И все же, эту работу тоже должен кто-то делать. Доктор отчасти, проделав свою работу, явно он ее проделал хорошо, он как будто подводит мысленный итог, но не работа единой, он, возможно, мечтает, когда же он уже выйдет на свежий воздух, окажется дома, сможет отдохнуть, расслабиться, приятный ужин, или своя семья, или встреча с любимой девушкой. И у него между работой и той жизнью, которая за этими стенами, это что-то иное совершенно. И он эту трансформацию проходит как будто каждый день. Вот мы можем проходить трансформацию словно каждый день. И все то, что я говорила по арканам пасьянса, этот аркан, он подтверждает. И это не есть завершение. Да, это завершение одного какого-то качества, одной работы, одного направления у вас на семью и новые варианты. Или когда я сказала, что каждый из вас может быть немножко сам по себе, потому что именно вы хотите что-то свое осуществить. И вам придется переключаться. Вот, кстати, эта карта тоже допускает. Когда один другому не мешает. А у кого-то это может быть, вот смотрите, тут самое главное договориться. Все-таки есть предостережение. Не поругаться. Иногда по рыцарю перьев идет такое значение, пусть не в этой колоде. Бунтарь без причины. Мы можем услышать новость и взбунтоваться. Или на наш порог может прийти какой-то человек, как визитер, и принесет нам, как гонец, какую-то весть. И от того, как мы ее будем поначалу воспринимать, мы можем как будто, знаете, так вспыхнуть от неожиданности. Или разозлиться, или наоборот, как бы обмякнуть, да, неожиданная новость. И тем не менее, нужно что-то очень холодно, беспристрастно воспринять. Потому как или информация требует переосмыслению или проверить, мы можем, опять же, возвращаясь вот к этим картам, мы можем поссориться, мои дорогие, а потом об этом очень сожалеть. Имейте это в виду. К чему это все идет. Но, видимо, вот этот переход, как по 13-му аркану, карта колесницы, это тоже не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Вот, мои дорогие, у кого-то это переезд может, знаете, касаться семьи или куда-то далекой поездки, или пусть это для одного из партнеров, один за, другой против. Один хочет поехать в одно место, а другой в другое. Один хочет поменять жилье на один какой-то вариант, а другой видит как-то это иначе. Тут явно есть какая-то несогласованность по направлениям. Или, может быть, но договориться можно, мои дорогие. Давайте достанем карту «Совет». Ну. Туз свечей — это всегда возможности. Причем нам тоже повторяют о том, что возможность, которая делит вашу жизнь на период до и после. Поэтому я больше вижу, что тут надо будет приходить к какому-то консенсусу, и это может быть вызвано как и внешними событиями, или связано с конкретными людьми, которых вы хорошо знаете, но это каким-то образом будет оказывать влияние на вашу пару. Но самая главная возможность, которую мы не можем упустить. В любом случае, мои дорогие, карта Солнца для каждого из вас говорит, что нет ничего невозможного. Вот этот баланс от вашего правильного взаимодействия с людьми, даже близкими людьми или привычными контактами. И в то же время, когда мы не ставим, как, знаете, какие-то табу для самих себя и бросаем свое творчество или вот все то, что касается ваших планов, самовыражения, тут как будто это тоже нужно продолжать, потому что по Солнцу это, знаете, как раскрытие самого себя. Новое качество жизни — это не просто слова.
А когда в последующие 6-8 месяцев мы тут определяем свою траекторию, может быть, вам до конца осени и придется с чем-то разобраться и по части взаимоотношений, но и по части то, что важно лично для вас, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя. А я благодарю, что вы смотрите мои видео, откликаетесь на мои видео и пишите волшебные комментарии за вашу спонсорскую поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.